Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайших дней, события ближайшего будущего. Давайте узнаем, что же это за события. И как раз маленькие карты цыганского пасьянса с их рандомной выдачей, никогда не знаешь, что совпадет. Они нам об этом расскажут, они больше про события. А позже мы дополним колодой Таро, узнаем настроение, что с этим будет связано или с этими событиями, каков ваш настрой, и у этих событий есть продолжение или нет. Итак, переменчивый август. Я не ставлю сроков специально, потому что иногда эти карты проигрываются быстро. Но иногда это и до 2 недель растягивается, а то и дольше. А иногда вы мне пишете, что у меня вообще это все проигралось, поэтому будем реалистами. Итак, что же там за события вас ожидают? Будем смотреть. И для тех из вас, кто смотрит прогноз до 10 августа, это еще может быть пауза, ретро-меркурий или какая-то сбивчивая информация, когда вы что-то считаете или пытаетесь состыковать, разобраться в какой-то теме. Ну и, конечно, задержки, паузы – это все то, что положено по ретро-меркурию, но уже с 11 числа, с 12, и планетарно нам говорят, что в августе месяце, середина месяца, она уже как возвращается к привычному ритму. А под конец августа так и вовсе ускорится, поэтому тут в зависимости от того периода, когда вы смотрите. Сердечная тяжесть выпадает. Это не есть что-то конкретно, это внутренний какой-то дискомфорт или переживание, может быть, по тому или иному вопросу. И внешне нам пока не показали, с чем-то это связано, имеется причина для этого или нет. Ну, может быть, как и неуверенность или, мои дорогие, усталость. Вот такое бывает. Может быть, по теме финансов. Что-то тут вы могли задумать. Может быть, как новый проект, новая работа у кого-то. И переживание, как оно все пройдет. Может быть, какие-то контакты, именно денежные, с каким-то лицом. Нам прорисована цыганка, но не имеется в виду цыганка. Это именно лицо. Так трактуется это значение в картах пасьянса. Это те люди, которые, ну, это не есть наши близкие, но знакомые. Это может быть контактное лицо, как какой-то чиновник, или согласование важное. Ну, вот что-то такое, видимо, по части денег, правда, вы можете получить даже известие, может быть, от такого человека, или вы будете какую-то историю продумывать, когда, пусть это не для всех, но у кого-то будет взаимосвязано, потому что на одной линии вам выпадает колокол, это неожиданное известие, поэтому какие-то неожиданные такие события, они могут быть. Или просто это какая-то новость, и это как и с человеком, так и одновременно с деньгами. Вместе с тем, смотрите, чуть-чуть ниже, но нам говорят о кольцо, прочная связь. Может быть, это не непосредственно к вам относится, а это когда, ну, с кем-то, кто вхож в ваш круг общения. Или вот новость эту денежную вы услышите от кого-то, или связано что-то с деньгами, от людей, с которыми вы имеете контакт. Или, в принципе, все эти значения, они тут немножко сами по себе, потому что у каждого своя судьба, правда, у каждого свои задумки, задачи, ну и планы на будущее тоже. И все же для вас Солнце. Вам как будто нужно выбирать направление, причем такое жизненное направление. Смотрите, любовь и солнце. Поэтому тут личная жизнь может играть всеми красками, мои дорогие. Или какие-то очень важные решения вам придется, возможно, обдумывать. На что-то и решиться придется тоже, я такое могу допустить. Потому что солнце – это все равно мы траекторию себе обозначаем как минимум на полгода, может быть, до конца 2025, а то и на 8 месяцев. И это будет, может быть, связано с личной жизнью. Ну, у кого-то это будет
Вопросы дома, например, да, и место вашего пребывания. Ну, а для кого-то любовь, все-таки роза– это любовь. И в нашем пасьянсе мы можем соединить карты по горизонтали и по вертикали, именно в которые находятся в крайних рядах. И я смотрю, что у вас еще совпало. Не вижу совпадений. Да, не вижу. Ладно, пойдем с вами дальше. Каково же настроение в связи с этими событиями? Эмоциональное ваше состояние. Настроение близнецов в связи с этими событиями в ближайшем будущем. Ну ладно, 2. А вот смотрите, по 4 пентаклей, в принципе, мы все сохраняем, ничего не происходит. Но и аркан справедливость. Может быть, настало время привести как к какому-то знаменателю, как и вопросы денежного плана, так и, может быть, согласование, подписание каких-то бумаг. И тут самого разного порядка по аркану справедливость. Вы можете думать, что как-то и несправедливо со мной, хотя, в принципе, ведь это старший аркан. Он нам просто дает больше совет, что ты тут как-то продумай именно так беспристрастно, и чтобы у тебя что-то плясало с законом, чтобы не было вот противоречий с законом. Или ты себя обезопасишь, когда ты что-то сделаешь по закону. Может быть, это и касается каких-то денежных тем. Может быть, и вопросов дома. Очень часто 4 пентаклей проигрывается. Здесь, знаете, как по справедливости нужно и вопросы дома, и личной жизни увязать. Вот как будто так. Но рыцарь кубков, хорошее настроение, мои дорогие близнецы. И нам говорят, ну, как воспользуйся моментом. Эта карта не имеет длительного продолжения. Ну и мы с вами надолго не смотрим. Но, по крайней мере, в ближайшие дни что-то вас будет радовать. Это определенно. Есть, с одной стороны, по 4 пентаклей в некоторых вопросах стабильность. А по аркану справедливость есть еще и те темы, которые нам предстоит, наверное, привести к какому-то знаменателю или для себя самих прояснить по части, как работает закон в том или ином случае. Ладно, давайте еще спросим. Ну вот смотрите, все идет своим чередом. Здесь нет такого ускорения, когда словно с места в карьер. Но если мы говорим, к примеру, у кого-то новые знакомства, я могу такое допустить, то тут все будет развиваться. По крайней мере, мы смотрим не такой далекий период, но это старший аркан. Поэтому отношения будут продолжаться, и на последующие какие-то дни, нам не говорят сроки, но тем не менее что-то будет явно продолжено. В каких сферах жизни вам придется или доведется принимать важные решения? Все же вот тут нам обрисовали какую-то неожиданность. 2 солнца. Тут, правда, вы сначала должны с чем-то определиться. И по аркану солнца это выбор правильного направления. Еще одно солнце. И как будто это нельзя отложить на потом. И мы не можем, ну, некоторые, может быть, сферы по части закона. Или как работает в отношении вас, мои дорогие близнецы, закон. Вот это тут нельзя упустить. Тут есть какие-то шероховатости, тонкие детали, когда вам нужно, ну, как договариваться на берегу, самому определиться или самой. Потому что по аркану Солнца иногда проходит и как наше эго. Мы хотим именно так, как мы хотим. А тем не менее, если на более глобальном уровне, то это ведь карта возможностей. А возможности, как известно, к нам приходят совсем не тем путем. Давайте мы спросим еще. Но это что-то основополагающее. Посмотрите, для кого-то из вас прорыв по части финансов. И это не тот прорыв, который вот на короткий срок, когда мы смотрим видео. Это, скорее всего, какая-то более длительная траектория, но она от вас потребует такой, знаете, планомерно продуктивной работы. 8 пентаклей– одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Но ведь это еще и карта рутины. Эта карта уже сейчас профессионала, то есть вы уже на какой-то ступени или ступени лестницы иерархии, или как профессионализма, вашей экспертности. Но это нужно развивать, приумножать. И это тоже где-то работа. Поэтому не останавливайся, как будто 2 карты нам говорят,
по части работы, достижений, построения карьеры, развития бизнеса. Вот не останавливайся в одном моменте, не замыкайся в себе. Здесь, наоборот, нужно что-то продолжать и поставить перед собой какие-то, ну, более далекие задачи, нежели жить одним днем. Вот правда. Как будто вы можете быть и на выборе. Аркан влюбленные, мои дорогие. У кого-то могут переплестись, в каких сферах жизни, мы спросили, вы будете принимать важные решения. Вот то, что касается вашей занятости и денег. Но точно так же это может быть и жизнь личная, любовная история. И у кого-то из вас это все в красивом узоре, ведь карты очень добрые. И вы будете планировать не просто даже вот мы смотрим короткий участок вашей жизни, да, или как возможные вот эти события, а именно с заходом на 2026 год. Интересно. Поездки, возможные перемещения, может быть, и для согласований, или по каким-то другим причинам. Что на поездки в эти ближайшие дни? Здесь могут быть даже мелкие перемещения с семьей или для семьи. Все же по королю кубков, и неважно, кто меня смотрит, мужчины или девочки, мои дорогие. Личная история и вопросы денег. Опять же, нам карта повторяет, что здесь все может перемежаться. Ну, наверное, все то, что составляет наше благополучие, это и наш ближайший круг, это и наша семья. Если вы даже человек не семейный, какие-то приятные контакты, они все равно в вашей жизни могут присутствовать. Или вопросы, связанные с родственниками, с дружбой, дружескими связями какими-то. Я такое могу предположить. Но именно контакты, если мы говорим поездки, с целью увидеться с теми людьми, которых вы уже знаете. Хотя я могу допустить, по королю Пентакля у кого-то могут быть и вопросы денег. То, что связано с банками, перемещение в банке. Но здесь как будто две персональные карты говорят о том, что вы знаете, зачем вам это нужно. Это наверняка и третья карта, карта мага. Тут, если мы дополним карту Солнца, которая в двух номинациях в нашем раскладе присутствует, у вас время больших возможностей, которые нельзя упустить. Вам, скорее всего, придется с кем-то договариваться. Может быть, договариваться, как, знаете, и со своими близкими, и еще решать одновременно какую-то финансовую стратегию и тактику. Может быть, это и не совсем просто находиться в двух энергиях. С одной стороны, чувство, эмпатия, а с другой стороны такой голый, жесткий материализм, черствый, можно сказать. Ведь это карта консерватора. Ну, пусть это проиграется не у всех, у кого-то просто будет именно ситуация, которая рассказывает о вашей личной истории, о истории семьи и планах на будущее. Тогда я могу предположить, поездки будут связаны или с планируемыми, может быть, поездками, планируемыми встречами, какими-то согласованиями. Старший аркан мага говорит о том, что тут действительно поездки могут быть жизненно необходимыми. И, может быть, это у кого-то связано даже с какой-то далекой перспективой наперед. И нельзя упустить время. С другой стороны, решать какие-то вопросы нужно достаточно хладнокровно. И вам придется просто переключаться, опять же, вот между этими двумя энергиями. С одной стороны чувство, а с другой стороны какой-то холодный расчет. И как будто другого вам не остается. Или, может быть, и есть те темы, которые вот как по аркану справедливости, да, первый старший аркан, который выпал в картах Таро, когда буквально нужно разобраться, как в отношении вас работает закон. И у кого-то это касается личной жизни, а у кого-то и личной жизни, и еще и сферы финансов. Ладно, давайте мы с вами узнаем. Продолжение вот этой истории следует, и каково это продолжение, потому что аркан Солнца, это уже нам предвосхищает какой-то последующий период. Так что же там за продолжение следует? Что будет дальше? Вот куда вы прикладываете силы, вам нужно разобраться. А для кого-то из вас карта будет говорить. Ты должен на что-то решиться. Девятка жезлов. Решиться, куда будете прикладывать силы, какие отношения будете развивать, какую работу будете продолжать,
как вы будете строить карьеру. Иными словами, на первый шаг нужно, с одной стороны, для кого-то решиться. Есть и такое значение. Но и не случайно, наверное, карта мага. Тут, правда, есть какие-то темы, которые вы должны обдумать, потому что и вы как будто не можете в какой-то обособленности оставаться. Или как возвращаться назад нам точно не хочется. Но вот вопрос, как идти вперед или как это продолжить. Тут вам может быть что-то и непонятно. Так вот, продолжение. Но продолжение все равно следует. Карта заслуженного успеха. Вам тут, правда, придется, знаете, как ребус какой-то решать. С одной стороны, это ваше решение, следующий шаг – решимость и первые действия. Мы отплываем от прежнего берега. Вот все то, что я говорила, ведь часто очень по девятке жезлов – это своеобразный забор из этих жезлов. Мы за ним находимся, и, может быть, мы сами где-то отгородились от определенного общения или поставили на паузу решение какого-то вопроса. А тут мы понимаем, ну нет, вот настала пора внести ясность, как минимум. Но как к этой ясности подступиться, еще пока неизвестно. Нам мудрый воин показан, он выходит, да, из этой зоны как бы отчуждения или из какой-то серой, может быть, зоны, когда вы и сами что-то притормозили или вам было что-то непонятно. И вот, вооружившись одним жезлом, он проходит какую-то болотную топь. Понятно, что он уже стрелянный воробей, будем говорить. Чаще всего нам с перевязанной головой воин этот показан. Но здесь просто шлем. Но зато, вооружившись жезлом, он проходит вот эту болотную топь. То есть мы, где-то готовы к неожиданностям, но идти вперед придется, какое-то продолжение действительно для вас следует. И если у нас хватит этой решимости, и ведь это карта мужества, шестерка мечей, у кого-то она будет говорить о вторичном заработке, о том, что вы на продолжение, да, будете рассматривать как новые варианты работы. Может быть, вы начнете что-то изучать. Может быть, это будет связано с интернет-ресурсами, с новыми технологиями. Это, мои дорогие близнецы, по вашей части, по крайней мере, для многих из вас в этой области там может быть успех. И пусть предыдущий период, может быть, была какая-то пауза или что-то не совсем сложилось так, как вы бы хотели. Это нормально. Ну, а если мы берем месяц август, тут у нас вообще может стоять что-то на паузе или с конца июля, мы говорили, да, ретро-меркурий. Но постепенно жизнь набирает ритм и ход, и вы, мои дорогие близнецы, с чем-то определяетесь, по крайней мере, какая-то последующая траектория, она точно, ее нужно продолжать, потому что следом за этим идет успех. Продолжение следует. Но тут будет зависеть от вашего выбора. И кто знает, может быть, это как раз на работу. Солнце и деньги, да, восьмерка пентаклей. И дальше аркан влюбленный, ведь это карта выбора. Вот пока ты на что-то не решишься, так ты и не отплывешь от прежнего берега. Тут не будет как-то, знаете, как в нашу жизнь ворвалась судьба и все так вот поменяло. Оно каким-то волшебным образом происходит само. Нет, мои дорогие, тут именно вам нужно на что-то решиться или сделать этот выбор. Но у вас ресурсное время, повторюсь, у вас еще хоть и выбор, но и карта мага. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. Спасибо, что вы смотрите мои видео. Спасибо за ваши комментарии. Мне всегда очень интересно их читать. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.